Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я научу вас вязать вот такой вот интересный узор, конечно же, крючком. И как всегда напоминаю, что данный узор относится к серии узоров крючком как спицами, брioche крючком, боснийская вязка крючком. И у меня на канале есть целый плейлист, где я собираю такие узоры. И если они вам нравятся так же, как и мне, то добро пожаловать ко мне на канал, добро пожаловать в мой плейлист крючком как спицами. Все полезные ссылки будут внизу под видео. Число петель в данном узоре кратно 12 плюс 8 петель симметрии. Я наберу 32 воздушных петли. Цепочка набрана, дальше первый ряд. Смотрите, первый ряд, он пройдет от правого края до левого края, и он будет состоять вот из этих вот маленьких укороченных отрезков, да? Дальше будет второй ряд, я просто вернусь обратно. Дальше я начну третий ряд, он пойдет в шахматном порядке относительно первого ряда и тоже будет состоять из маленьких укороченных отрезков. И дальше будет четвертый ряд, и он вернется обратно. То есть раппорт данного узора в высоту состоит из 4 рядов. Дальше мы повторяем с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Итак, первый ряд. Начинаю с воздушной петли подъема, дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку, подхватываю рабочую нитку и вяжу 8 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первый отрезок в первом ряду готов. Воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону я буду вязать соединительные петли с накидом. Начинаю точно так же во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Но сперва я делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку и делаю соединительную петлю с накидом. Раз, снова. В следующую точку 2, в следующую точку 3, в следующую точку 4, в следующую точку 5, в следующую точку 6. И вот получается очередной отрезок в первом ряду. В нем 6 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше работаю таким образом 8, 6, 8, 6. Снова во второе звено от крючка вкалываю крючок, за дальнюю дужку и вяжу 8 соединительных петель обычных. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Так, дохожу до ступеньки, значит, делаю сцепку. Здесь я вкалываю крючок сначала в перемычку, в нижний ряд и делаю соединительную петлю. Это 7, и в следующую точку это 8. 8 соединительных петель готово. Опять воздушная петля подъема, поворот и опять 6 соединительных петель с накидом в обратную сторону. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку и вяжу раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема, поворот и снова 8 соединительных петель обычных. Начиная, как всегда, во второе звено от крючка. За дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Опять вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд.
Это сцепка, это 7. И последняя петля это 8. Снова воздушная петля подъема, поворот, опять делаю накид на крючке и снова во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли с накидом. И их снова будет 6. Так, это 3, 4, 5, 6. Опять воздушная петля подъема, поворот. И дальше фактически последний элемент раппорта мы провяжем сначала вот так, сделаем здесь сцепку и уйдем вниз. И начнем повторять это снова и снова. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. И еще 8 петель из нижнего ряда. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот, смотрите, получается первый элемент листика. Дальше я буду повторять его вновь и вновь. Сначала 6 петель, сначала 6 соединительных петель с накидом, в обратную сторону 8, опять 6, опять 8, опять 6 и затем 14. Да? Давайте повторим это еще раз. Итак, начало раппорта. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. По второе звено от крючка начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Теперь 8 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд, это сцепка 7, и последняя петля 8. Воздушная петля подъема, поворот, снова 6 соединительных петель с накидом. Начинаю во второй звено крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель обычных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И заканчиваю раппорт. Это 14 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И дальше мы продолжаем этот раппорт вновь и вновь. 6 соединительных петель с накидом, 8 обычных, снова 6.
8, 6 и 14. Я, смотрите, дошла до самого конца. И теперь я покажу вам, как я буду заканчивать этот ряд. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и вяжу 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь я вяжу до конца. Это 6 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше смотрите, как сориентироваться. Нам же нужно сделать вот такую же лесенку, как и на всех предыдущих вот этих вот элементах. То есть здесь делаю 4 соединительных петли с накидом. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот. Вяжу до конца ряда 4 обычных соединительных петли. Раз, два, три, 4. И опять воздушная петля подъема, поворот. И здесь 2 соединительных петли с накидом. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 2 обычных соединительных петли. И на этом будет закончен первый ряд. Вот он какой получился, да? Из таких вот перышек он состоит. И дальше я свяжу второй ряд. Второй ряд он пройдет вот так вот по краю первого ряда, соберет все вот эти вот ступенечки и дойдет вот до этой точки. Во втором ряду число петель должно быть ровно столько, сколько вы набрали в цепочке. У меня это 32. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Здесь вяжу соединительные петли с накидом. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. Итак, накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка, делаю раз, следующую точку делаю 2. Дальше идет ступенька. Ступенька это выйдет на лицо, поэтому я ее делаю немножко по-другому. Вкалываю крючок в перемычку, все в ту же, и подхватываю еще ниточку одну. Дальше делаю накид на крючке и в нижний ряд. Это 3. То есть здесь я делаю сцепку как бы с накидом, да? Вяжу петли с накидом и сцепку делаю с накидом. 4. Опять ступенька, опять сцепка. 5. 6. Опять ступенька, опять сцепка. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Опять ступенька, опять сцепка. 15. 16. Ну, я думаю, это все понятно. Работаю так до конца ряда. Итак, я довязала второй ряд. Вот смотрите, какой он получается. Это пока изнаночная сторона. Воздушная петля подъема, поворот, и вот она лицевая сторона. И дальше мы начнем вязать третий ряд, третий и четвертый ряд. На самом деле третий ряд он будет точно такой же, как первый, но он начнется в шахматном порядке относительно него. Это очень хорошо видно, да? То есть вот они, ячейки первого ряда, и вот ячейки третьего ряда. И они как бы, видите, они лежат между ячейками первого ряда. То есть нужно вязать в шахматном порядке. Итак, как я вяжу третий ряд? Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Дальше во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю. Раз, два. Для первого отрезка я делаю 2 соединительных петли обычных. Воздушная петля подъема, поворот. Теперь вяжу соединительные петли с накидом, и здесь, соответственно, я делаю 2 соединительных петли с накидом. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше 4 обычных соединительных петли. Раз, два. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот и 4 соединительных петли с накидом в обратную сторону. Раз, два, 3, 4.
Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и 6 соединительных петель с накидом в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, а вот дальше начнется раппорт. И раппорт в третьем ряду будет точно такой же, как во втором. 14 обычных соединительных петель, дальше 6 соединительных петель с накидом, 8 обычных, 6 соединительных петель с накидом, 8 обычных, 6 соединительных петель с накидом. Вот он раппорт в третьем ряду. То же самое опять 14, 6, 8, 6, 8, 6, 14. И так я вяжу до конца ряда. Я не буду здесь рассказывать, как я вяжу этот раппорт снова. Он точно такой же, как в первом ряду, поэтому кто не запомнил, возвращайтесь к первому ряду. Кто запомнил или, может быть, записал, то продолжайте вязать. Я вам покажу, как я здесь завершаю третий ряд. Довязала я последний вот этот вот лепесток, и здесь, смотрите, последний раппорт будет отличаться от всех остальных лишь вот этим последним отрезком. Здесь 14 петель, соответственно, уже делать-то некуда, поэтому делаю только 8. Да? Воздушную петлю подъема я сделала, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 8 соединительных петель обычных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Делаю сцепку с нижним рядом, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд, 7 и 8. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше будет четвертый ряд. Он точно такой же, как и второй, это четный ряд. Да? Здесь все петли это соединительные петли с накидом. Начинаю вязать во второе звено от крючка. Их здесь будет 32. И точно так же вяжу сцепку, вижу ступеньку, делаю сцепку, вижу ступеньку, делаю сцепку. То есть принцип в каждом четном ряду будет одинаков. Итак, я провязала соединительные петли с накидом до первой ступеньки, дохожу до нее, вкалываю крючок в 2 ниточки, в перемычку, в ниточку, делаю накид на крючке в нижний ряд. И таким образом работаю до конца ряда. И вот я связала четвертый ряд. Вот посмотрите, один раппорт в высоту из первого, второго, третьего и четвертого ряда. Вот так он выглядит. Да? Здесь я связала немножко больше раппортов. Дальше просто продолжаю повторять с первого по четвертый ряд на нужную высоту. И вот такой вот красивый узор из ромбиков получится у вас. Данный узор, естественно, тоже напоминает вязку спицами. Можно его, естественно, применить и в каких-то пледах, шарфах, снудах, в аксессуарах, шапочках. Можно берет попробовать связать таким узором, почему бы и нет. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.